Приветствую вас, друзья, на канале Егор Копосов. Как вы догадались, зовут меня Егор. Сегодня я дошел до землянки. Сегодня у нас лютый мороз. Несмотря на то, что на улице у нас почти середина мая, идет снег, то солнце. В общем, погода непонятная. Сегодня я добрался до своей землянки. Хочу я сегодня сделать здесь небольшой субботник. После стройки здесь, конечно же, все грязно. И хотелось бы, чтобы это место было намного уютнее и почище, друзья. Я буду приступать. Вы обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на мой телеграм. Там я публикую фотографию и коротенькие видео из будущего ролика, но вообще из своей жизни. Думаю, может быть, кому-то будет интересно. Так что, друзья, заходите. Пишите свои комментарии под роликом, ставьте лайки, друзья. Всем приятного просмотра. Газон, конечно же, не взошел. Ну, конечно, у нас стоит такая погода. Пришли какие-то холода, снег в мае месяце. Наблюдаю я и у других блогеров тоже. В общем, не одну Удмуртию зацепил этот циклон. У многих в мае месяце снег. Ну, я думаю, станет тепло, солнышко выглядит, земля прогреется и газон должен зайти махом. Но песочек так нормально уже притрамбовался и смочился дождиком. Семечки на поверхности плавают, находятся. Ух ты, 0 градусов в землянке. Вот это ничего себе. Да, холодновато, друзья, здесь больно. Да и на улице тоже сегодня не сказка. Я еще замерз по пути сюда. Буду сейчас топить печку первым делом, но как иначе. Топлю печку, греюсь и буду уже выбираться наружу. Вот этот угол, друзья, пострадал у нас больше всех. Все еще влажный и пошла плесень. Нужно, конечно, будет обработать, когда это все просохнет дело. По-любому надо. В общем, вот этот угол у нас самый худой здесь. Погода сегодня вообще просто 3 в одном. Ураган,
снег, дождь еще вперемешку со снегом. Погода вообще взбесилась. Да, ну и погода чудит. Первые кучки у меня уже появились, и могу сказать, что уже становится намного приятней. Все убрано, нет вот этого крупного мусора после сруба. С каждым моментом становится все чище и чище здесь, около земляночки.
Убрал вот этот ящик. Ящик я буду сегодня устанавливать. Там будет у меня новая поленница. Напилю немного дровишек, чтобы сохли. Ну и вот, распилил вот эту кучу, которая у меня вот с прошлого года осталась. Сейчас буду здесь убираться. Ну и там за землянкой немножко у меня мусора тоже есть. Горжусь, что в нашей стране есть люди, способные создавать электронику на уровне топовых западных брендов и с адекватным ценником. Тюменский Илон Маск и его наушники CG Pods от компании Case Guru в лобовую конкурируют с яблоками и опережают AirPods по заинтересованности пользователей. Forbes отметили, что Case Guru имеет возможность быстро отвечать на потребности россиян и делает это. CG Pods по качеству сравнимы с Apple, а по функциям превосходят. 4 раза дешевле яблок и чуть дороже бюджетных Xiaomi. У CG Pods Air Pro микрофон, как у яблочек, и прямиком с того же завода. Также чисто передает звук. Антропометрически выверенная форма, наушники не жмут и не давят, и не выпадают в отличие от яблочных. CG Pods X с самым прочным кейсом в мире держит нагрузку в 220 кг, плюс наушники обладают влагозащитой. А еще в линейке есть CG Pods Air 3, рекордсмен с динамиком 12 мм. Громкие, четкие. Работают до 6 часов без кейса и 40 часов без розетки. CG Pods стоит в 4 раза дешевле яблочек. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Там вас ждет промокод Егор24 на скидку до 500 рублей. Уборка у меня практически уже завершена. Здесь я тоже все убрал. Опил такой он сгниет, в общем. А где очень много опила было, я убрал все. Вот эти бруски я буду сейчас убирать под кровать. Вот туда. Там они пускай хранятся, подсохнут. Глядишь, может быть, что-нибудь сделаем. Вот эти я бруски пилил, когда делал кровать. Вот эту откидную. Маленечко с запасом сделал. И вот остатки. Что-нибудь сколотим потом.
территория убрана. Напилил я валежник вот на дрова. Это потом в костровище по необходимости буду использовать. Вот здесь все убрано. Здесь тоже. И здесь вот дров заготовил немножко. Вот песок здесь слез. Надо будет сюда подкинуть. Ну и вот песок сырой. Я, конечно, не знаю, будет ли расти газон в такой слишком влажной, ну как влажном песке. Не знаю, кто там занимается газоном, подскажите. Вот смотрите, будет ли вот он расти в таком песке сыром. Думаю, я сегодня одержу победу над этим погребом и смогу его сегодня установить. Ну что, вроде так. Мягкий песок, но влажный. Да, друзья, грунт нормальный, песок влажный, но копается. Так, надо примерить, как вообще копать, чтобы лишнего здесь не рыть. Ну вот примерно так. О, какая мягкая. Была бы она зимой такая. Да, еще немножечко. И, в принципе, все. Оба.
как же четко залез погреб. Прям идеальненько. Вот здесь можно будет подсыпать песка. Вот этого ведерочка осталось. И, собственно, все, друзья. Здесь я накрутил еще саморезы. 4 штучки. Чтобы можно было что-нибудь подвешивать в пакете. И вот при желании можно будет весной почерпать воды ведром. Ну а летом можно будет продукты похоронить. Под землей там прям реально очень прохладно. Погода на улице немного успокоилась, все дела я сделал, но вот этот снег такой противный прямо сегодня немного не давал поработать. Я уже успел и вымокнуть, и высохнуть. Помимо работы, уборки заходил сюда, здесь отдыхал, пил чай, согревался, ну и снова выходил на улицу. Снег вперемешку с дождем, короче, погода у нас вообще с ума сходит. Вот, но сейчас уже более-менее как-то стало поспокойнее, потише, что ли. Так что погода вот такой сюрприз преподнесла. Ну, я думаю, наверное, сделаю себе немного перекусить. В принципе, дела я сделал, ну и сильно еще проголодался. Тосточка как была, так и есть. Тут, правда, небольшая трещина. Ну, ничего, нормально. Ну, слегка еще выгнула. Продуктивный день сегодня получается. Возле землянки я прибрался, стало намного приятнее. Наконец-таки я установил погреб. На это у меня ушло 3 попытки. 2 попытки первых провальные. Там, если помните, то там вообще песок был мерзлый, поэтому ничего не получилось. А сегодня все хорошо. Погреб установлен. Сухарики получились. Да, вот и опять дождик начался. Только сказал, что погода угомонилась. Дождик тут как тут. Весенние работы у нас землянки закончены, все хорошо. Итог зимовки землянки отличный, все сухо, ну и за исключением углов, все хорошо в общем. В следующий раз я хочу добраться до своей заимки, уже немного поработать там. Там я планирую тоже сделать небольшой субботник. Вроде бы парни хотят тоже прийти на подмогу, вместе, так сказать, провести выходные, ну и подсобить в общем чем-нибудь. Ну и, собственно, там у меня уже начинается
стройка беседки, которую я запланировал еще зимой. Сейчас у меня идут там подготовительные работы, ну и хочу я собрать весь материал и примерно где-то отвести на беседку месяц. То есть за месяц планирую ее закончить. Месяц меня здесь, скорее всего, не будет, но может быть и приду, если получится какие-то промежутки, где более-менее свободно, обязательно приду сюда. Очень, конечно, я переживаю, потому что ухожу я надолго. Может быть, кто-то да и посетит, лишь бы здесь ничего нам не напакостили. Ну а так, пока ролики планируются заимки. Те, кто ждал ролики заимки, они будут. Те, кто больше ждет ролики про землянку, обязательно пишите, что хочу увидеть землянку. Прямо пишите в комментариях, не стесняйтесь. Глядишь, и действительно, может быть, и получится у меня выйти. Ну, так, все нормально. Перекус был быстрый, вкусный. Собственно, я готов идти. Правда, вот смотрю, что уже дождик накрапывает. Ну, вот так вот. Не знаю, что еще сказать. Все хорошо. Ладно, буду собираться, друзья. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до этого момента. Огромное спасибо, что подписываетесь в телеграм-канал. Мне будет очень приятно вас видеть там. Не только здесь на ютубе, но еще там. Ну и там, собственно, можно уже как-то поближе пообщаться при желании. Вот так вот. Ну все, я пошел. В принципе, всем хорошего настроения. Будьте здоровы. Увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока. Обязательно надо осматривать энцефалитки на наличие клещей. То мало ли, сейчас хоть и холодно, но какие-то бывают да зацепляются. Все нормально. Надеюсь, все будет нормально, и когда я сюда приду, здесь будет большая шапка газона на крыше. Ну и землянкой все хорошо.